И снова всем привет, мы продолжаем играть в Morrowind. Находимся мы в родовой гробнице Рейвелов. Прекрасно, я считаю, потому что здесь нам повстречались различные даэдра, в том числе Святоша, пока что, правда, всего один. Но это выглядит многообещающе. Куча дремор и всякой прочей шушеры, совершенно для нас бесполезной. Так, это нам все не нужно. Тут я видел книжки. Зелье обнаружения чар. Жития святых. Книжки нам тоже эти не нужны. Сохраняемся. И что же нас ждет дальше в этой прекрасной гробнице? Это Атронах. Давайте, наверное, я зайду под невидимостью, чтобы на себя не агрить. Мертвое тело тут. Чтобы Атронах сагрился сразу на нашего орка. Но я таки призову в помощь ему алчущего, чтобы он помогал параличом по мере сил. Отлично, быстро они его угомонили. Давайте подхилим. Не слабо орка покоцали, видите? Так, что у него тут? По прочности, я думаю, пока рано еще его чинить. По зельям тоже еще есть запас. Так, сундучок я вижу. Ценные ингредиенты. А что-то с сундучком. А он, судя по всему, заперт на ключ. А где взять ключ? Такое бывает с сундуками, когда уровень замка 0. Поэтому без ключа его никак не открыть. То есть отпиранием. Ну, можно, конечно, попробовать, но я не знаю, какой там уровень. Ну, уровень 0, но какой нужен уровень для его отпирания? Скорее всего, никакой, да. То есть отпереть его так просто мы не сможем. А если у меня найти ключ? Да, есть заклинание. Сколько тут радиус? Радиус 50 футов, но на 5 секунд. Соответственно, на карте мы этот ключ сможем увидеть, если он есть. А он есть, смотрите-ка. Где-то здесь. Где-то вот в этом углу показывает. В урне? Нет. Ну, четко вот в этот угол показывает. Даже вот здесь вот где-то. Подожди, может наверху? Наверху я не вижу. А куда он указывает, что я не пойму? Куда-то вот сюда вот. Слушайте, ну хрен его разбери. Давайте применим левитацию. И под левитацией попробуем. Где у меня? Слушайте, ну я не вижу. Ну, не у Атронаха же, да? Но у Атронаха нет. За этим тоже я не вижу. Не на себя же я показываю с этим ключом. Давайте отойдем. Нет, он по-прежнему указывает вот на этот угол. Как так-то?
Наверху нету. Вот я прямо смотрю, по идее, вот на эту метку. То есть вот здесь где-то. В мертвом теле тоже нету. На вот этом вот выступе я не вижу. Друзья, ну я, короче говоря, теряюсь. Теряюсь в догадках. Понятно, что можно открыть консоль и там поискать, но должен же он быть виден как-то, этот ключ. Его как-то можно... Должно быть, можно взять, увидеть как-то. И встать не на что так, чтобы конкретно посмотреть. На вот этот уступ я встать не могу. Но и ключа на нем не видно. Еще раз давайте левитацию. Но если вы вдруг видите где-то на записи, что я вот не могу его заметить, вы напишите. А я, пожалуй, больше тратить время на это не буду. Он где-то в текстурах, походу. Не знаю, короче. Все, выходим. Не знаю, что там такого ценного в этом сундуке, так хитро запертом. Но в этот раз поиск ключа нам нисколько не помог. А нам нужно дальше искать святош. Искать святош мы будем вот в этих вот руинах. Готовим сразу же заключение. Сохраняемся. Так, по грузоподъемности, в принципе, у меня еще есть место, поэтому выдвигаемся. Святош не видать. Только фуражир Квама вот одинокий тут ползет. И я вижу вход в руины. Это хорошо. Руины мы тоже постараемся зачистить. Так, ну и... Этот нам совершенно не нужен, товарищ. Что-то он, да, с запозданием как-то колданул. Решил полечиться. Пусть он лучше в меня стреляет, чем в орка. Понятно, что зелье я специально делал для него, но все-таки хотелось бы их поэкономить. Давайте хильнем его все-таки. Отлично. Сохраняемся. Готовим заключение. Ой-ой-ой. Внезапно он так из-за угла выпрыгнул. И немножко опять лечим. Заключение готовлю заранее, потому что орк рвется вперед. И я могу просто заключение применить по нему. Из-за этого. Так. Сумрак и еще там кто-то бродит. Я не успел заметить, кто именно. Давайте-ка мы все-таки хил здесь сделаем. И не зря. Дремора. А значит, пора призывать алчущего. Так, и восстанавливать ману. Я вовремя заметил, что мана у нас кончается. Паралич сработал, смотрите. Неплохо. Да, неплохо. Алчище неплохо. Прямо исправили их. Я рад. И доэдрический топор. Блин, 72 веса. Да. Доэдрические шмотки, конечно, радуют в кавычках своим весом.
Так, еще один вход. Еще один дейдрот. Интересно, сработает на нем паралич? Но, походу, у него мана кончилась. А нет, смотрите, пытается. И сработало, да? Отлично. Отлично ушатали дейдрота, прям молодцы. Вдвоем. Слаженно сработали, сохраняемся. Посмотрим, что здесь еще есть. Ну, походу, все, да? Походу, это все. Так, какой-то орк, смотрите. Ну, по крайней мере, чувак в оркской броне. Ну и орк, судя по цвету. Да, но он мирный, это хорошо. Возможно, здесь работает опять моя репутация. Давайте зайдем вовнутрь. Где-то я тут видел вход. Вот здесь вот, по-моему, да, вот он. Так, значит, у нас есть катана, которая полностью заряжена. Мы ее передаем нашему орку. Да и катану забираем. Сохраняемся. Что-то шашпиламат. Шашпиламат. Ни о чем мне не говорит это название. Так, здесь какой-то тоже орк. Я сразу в невидимость. Вот это номер. Как он меня палит, а? Как они меня вообще все палят? Зачем я вот делал эту невидимость, непонятно. Что она есть, что ее нет. Больше не буду с тобой ссориться. Как ты не будешь? Давайте-ка мы, во-первых, похилимся. А во-вторых, применим паралич. Больше не буду с тобой ссориться. Блин. Что-то он запаниковал. О, есть. И у меня уровень, кстати говоря. Ты умрешь. Но уровень без бонусов, походу, да? Да, ну то есть такие слабенькие бонусы. Трус. Сильный орк был. Ничего ценного у него нет. Кирас со шкуры тритона. Наш орк вроде бы пострадать не должен. Че у него тут? Монетки. Ну и куча ящиков. Я надеюсь, что в этих ящиках будут камни душ, конечно же. Оркское шматье дешевое брать не будем. Приступим к лутанию ящичков и сундучков и бочек. Ну, тут ингредиенты, понятное дело. Соленый рис я не буду брать, у меня его более чем достаточно. Пока что в нем дефицита нет. Так, ну, лунный сахар, пожалуй, возьму. Так, вот это мне не нравится, то, что он пытается колдовать. Большой камень душ. К сожалению, невеликий. Тихо. Ну, такой себе лут, прямо скажем, не порадовал. Ну и давайте повысим уровень, наверное. Тут есть спальники. Возьмем силу, возьмем привлекательность и удачу. 20 уровень у меня, юбилейный. Сохраняемся. Ману надо бы пополнить, пока я не забыл. И тут есть еще второй вход. Я помню, что я его видел. Где-то здесь. Вот он. Святилище. Так, ну прежде чем мы сюда пойдем, пожалуй, надо бы перезарядить катану. У меня вроде бы есть тут камушек с огримом. Как раз, может быть, хватит заполнить ее
полностью. Главное не перепутать и не использовать святошу. А, хрен там, да? Ну, вот так вот. Тем не менее, святоша с нами. Это хорошо. Возвращаем катану. Штаны вот эти беспонтовые. Ну, разбрасывать я, наверное, не буду. Продам их там кому-нибудь. Какому-нибудь торговцу. Так, вернул я, да? Да. Сразу же готовим заключение. Так, не то. Сохраняемся и заходим. Так, здесь опять орки. А это значит, что вместо заключения нам нужно готовить алчущего. Да, здесь 2 орка на входе прямо. И невидимость. Так, паралич сработал на одном и на втором. Прекрасно. Отличная, я считаю, команда. Как он их парализует, а? Этот парализует, подбегает наш орк и добивает. Вот всегда бы так работали. Я считаю, идеальный тандем. Так, наверное, и назову этот эпизод. Если влезет в этом. Ну, вы поняли. Так, ну вот это оркское барахло. Даже не знаю. Уже смысла не вижу его брать. Даже смысла я не вижу. Там еще какой-то проход поглубже. Но что-то он завален, да? Походу, да. То есть прохода таки нет. Это так. Обманка. Уязвимость к электричеству нам, наверное, не понадобится. Какие-то крутые здесь замки. Какая у тебя рожа страшная, дружище. Но ты полезен, полезен. Так, значит, отпирание. Ой, вот так. Так, а здесь отпирание будет уже стандартное. Где оно? Ловушку мы ни хрена не поглотили. Ну да ладно. И ценное барахло, друзья. Ценное барахло мы подбираем. Щит 5 пунктов нам не нужен. Так, это нам не надо. Уменьшить запас сил нам не надо. Перышко 20 пунктов. Но всего на 10 секунд бесполезно. Была надежда, что здесь будет какой-то ценный зачарованный шмот, но нет. Так, этого я осмотрел. У мага я осмотрел. Ну и статуя. Копье демоническое. 14 вес, 3000 стоимости. Берем. Все, кончились заряды, что ли? Достал копье. Давайте так, на всякий случай все-таки я... Да. Лечить имело смысл. Восстановим магию, кстати. А заряды-то кончились. Хорошо. Хорошо. Так, эбонит я брать не буду. Стекло, пожалуй, тоже я брать не буду. Эффект у него отрицательный. Смысла в этом нет. Сундучка здесь никакого нет. И второго этажа тоже здесь нет. Давайте глянем мини-карту, чтобы я точно ничего не пропустил. Да, здесь тупик. И все. Соответственно, можно выходить. Выходить, скинуть наше барахло Гуару. Но путь наш продолжается. А орка я забыл, да? Орка-то я забыл, друзья. Блин, как меня это, честно говоря, уже запарило, то, что он не успевает. Были бы еще одни такие сапоги, вот крутые, с увеличением скорости. Но только тяжелые, с хорошим запасом прочности. Не было бы им цены. А так...
Если бы не вот эта телепортация, я бы даже не знаю, что мы делали тут. Так, значит, забирай вот это вот. Все лишнее. Штаны эти тоже. Да и катану, в принципе, можно отдать орку. Золотого святоша тоже отдам от греха, чтобы его не использовать случайно. Так, отдай катану. Давай-ка вот так вот сделаем. Обменяем. И за мной. Сохраняемся. Ну и нам нужно двигаться вот на юг, получается. Давайте срежем. Заберемся на вот эту возвышенность и посмотрим, что здесь. Так, а вот это мне не нравится. Вот это мне категорически не нравится. Что наш гуар бежит впереди орка. Я даже не знаю, как это исправить. Опять какая-то гробница. И опять скелет. Так, пока они не сагрились, давай-ка стой здесь. Орк сагрился, это хорошо. Ой, не орк, а скелет. Ну и орк, соответственно, скелета тоже сагрился, и мы уходим в невидимость. На один зуб буквально. Гробница Хлерова. Что если она такая же крутая, как и та с даэдрами? Но я хочу сначала посмотреть тут вокруг. Да, вон она, Азура. В принципе, совсем рядом. Но игнорировать гробницу мы не будем. Сохраняемся. И заходим. Стандартный предбанник. Деревянная дверь и скелет. Так, но скелет обычный, поэтому мы в невидимость. Благо он меня не видит совершенно. Отлично. Скелет непобедимый. Ловушка. Не сработало наше поглощение. Причем этот эффект отравляющий. Давайте-ка мы все-таки хильнемся. Ну и ради чего это было, спрашивается. Отравление какое-то долгоиграющее. По-моему, у меня противоядия нету. Но будем лечиться. Здесь уже я поступлю мудрее. Снова невидимость. Так. Слушайте, какой долгоиграющий эффект с этим отравлением, а? Придется опять лечиться. Так я мог и сдохнуть, если не лечиться. И он все не заканчивается. То есть там около минуты получается это отравление. Жестко, друзья. Очень жестко. Так, вот это вот мы забираем. Сундучок бесполезный. И трупик, смотрите-ка. Все, кончилось отравление. Стеклянный кинжал, тело и записка. Это последние слова, которые кто-либо услышит от меня. Слышите? Как глупо. Как будто кто-то услышит, что я пишу. Но, несмотря на это, я одинокий путешественник и никогда не останавливался, чтобы узнать кого-то получше. Кроме этой милой Мария в Стросмкай. Она навеки останется в моем сердце даже после смерти. Если бы я мог увидеть ее или услышать ее прекрасный голос, я бы умер счастливым. Я лежу с перебитой спиной, не могу двигаться и наверняка умру через несколько часов. Оставшееся время я посвящу прощанию с этим жестоким миром. Тем самым, в котором мне был уготован путь вора. Это не так плохо.
Если когда-нибудь услышите о Малаке Легконогом, можете продолжить ее тем, так, услышите, ну, видимо, историю о Малаке Легконогом, можете продолжить ее тем, как вы нашли мое тело в склепе, где я искал награды, чтобы прокормиться. Что за жизнь я жил? Если вы, как и я, вор, окажите мне услугу и выберите иной путь. Если бы я мог начать все сначала, я бы многое изменил. Царапание и стоны, жуткая нежить теперь все громче. Боюсь, что на этот раз они меня прикончат. Знаете, я умру болезненной смертью несчастного человека. Пусть боги смилуются над моей душой, и мне не придется существовать в этом мире после смерти. Но я подозреваю, что вот этот вот костяной лорд вполне мог быть как раз таки, ну или скелет. Такая вот душещипательная история. Давайте ради разнообразия захватим душонку костяного лорда. Память о погибшем воре, фактически нашем собрате. Но я иной путь избирать не собираюсь. Мне сворачивать с избранного пути уже поздно. Так, а ты что это решил на меня сагриться, дружочек? Мне это не нравится категорически. Воюй с орком. Готово. Сохраняемся. Теперь вас двое здесь лежит. Записку я подбирать смысла не вижу. Это никакой не квест вроде бы. Это просто такой вот, как бы, для атмосферы добавлено. Может быть, конечно, есть какая-то предыстория у разработчиков относительно этого чувака, но я ее не знаю. Что-то долго вы сражаетесь. Давай-ка полечим тебя на всякий случай. Да, покоцали. Еще бы чуть-чуть, и он бы сожрал очередное зелье. Все-таки в Конане, несмотря на то, что система управления компаньонами тоже достаточно примитивная, но лучше так, чем совсем никак. Вот я сейчас в Моровинде здесь наблюдаю это все. Два компаньона у меня, по сути, да, и управлять ими я толком-то и не могу. Это большой минус. Возможно, есть моды какие-то на это, но мы сейчас играем без них. Так, это нам все не нужно, и больше здесь ценного ничего и нету. Ну, такая стандартная гробница со стандартной нежитью. Выходим. Так, ну и что? Я предлагаю, знаете, продолжить наш путь, наверное, да? Как минимум до храма Азуры. Так, крыса, ну блин, не хочется мне их агрить, с учетом того, что нас сопровождает Гуар. Потерять второго Гуара не хотелось бы, особенно с учетом того, что у него в инвентаре ценные вещи. Поэтому идем аккуратно, не нарываясь. По возможности. Так, шахта. Шахта нам не интересна. Кто вылез? Опять крыса. Крысы гребаные. Я ее не заметил. Сохраняемся. Так, Азура уже вот она. Обычно я захожу к ней с моря, ну с воды. А в этот раз, вот видите, со спины как бы. Блин, какой ты вот все-таки боевой Гуар у нас будет. Ну еще и крыса здесь. Давайте обойдем эту крысу, ну ее нахрен.
Так, ну тащить наших друзей в само святилище я смысла не вижу, поэтому я оставлю их здесь. С Азуром мы поговорим тет-а-тет, как говорится. Ну и доэдрических руин я здесь больше не наблюдаю. Как бы визуально. Пока пусть стоят. А мы зайдем. Пообщаемся со старушкой. Так, ну здесь вроде бы врагов нет, да? Если я ничего не путаю. Ни врагов, ни лута здесь вроде бы быть не должно. Да, пустой совершенно зал. Если же нет, Шигарат выиграет наша пари. Время почти уже истекло, она все так же тверда в вере. Но Шигарат пытается повлиять на результат эксперимента. Отправляйся туда. Избавь остров от его прислужников и принеси мне доказательства его вмешательства. Однако не подходи к мудрой женщине. Это нарушит условия пари. Послужи мне, и я щедро выдам тебя. Все, дневник дополнен, но история известная, в общем-то, пари у Азуры с Шигаратом, и нам нужно защитить какую-то отшельницу. Я здесь поставлю пометку, все равно в лагере Уршулаку она уже слетела, а возвращаться сюда пешком мне не очень хочется. Так, и выходим. Я думаю, что мы сейчас прямо и направимся в Даганфелл и уже известным путем добежим до этого острова. Только надо так, чтобы... Так, здесь вроде... А, подожди, пещера? Ну-ка, стой. Может быть, я поторопился. Да, пещера, слушайте, ну это знак. Берем орка. Гуар нам по сути больше не нужен. Отдаем ему все лишнее. Книги, пожалуй, тоже я отдам. Сердца вот эти. И, наверное, можно отправить его в Освояси. Не так, чтобы сильно мы его нагрузили, но вот 141 веса все-таки сэкономили. Катана заряжается. Все, значит, Вальдрун. А мы отправляемся в пещеру. Посмотрим, что там. Может быть, я, конечно, погорячился и пожалею о том, что отправил Гуара. Пока есть возможность. Ахарнаби. Сохраняемся и заходим. Дерешься, как ребенок. Так, я думаю, что мы сразу же приготовим здесь алчущего. Какая-то магичка. Алчущий не появился, к сожалению. Не пожелал сражаться бок о бок со своим уже боевым товарищем в виде орка. Но здесь есть надежда увидеть Даэдра, да, вот от Ранах. Потому что это явно какие-то маги здесь, судя по кристаллам, обосновались. Ну, вступай в битву. Ну, это Атранах слабенький. Все же. Сохраняемся.
Еще один маг. Ты слабеешь. Паралич, судя по всему, прошел, да? Хорошо. Это хорошо. Пропустите меня. И ничего ценного у него и нет. Опять. Я пообедаю твоими косточками. Опять от ранах. Давайте подхилим орка. Он, смотрите-ка, вполне здоров. Сохранимся. Никакого лута я здесь не наблюдаю. Никаких ящичков и сундучков. Давайте пройдем в эту сторону. Какой-то вояка. Готовим нашего уже зарекомендовавшего себя алчущего. Отлично. Воюйте. Ну, походу, паралич работает, да? Да, вот только мост слишком узкий. И орк не может пройти. Это минус, конечно. Это, конечно, минус. За спину призвать ему кого-нибудь. Если пробраться под невидимостью, возможно, он меня не заметит. Я смогу призвать, например, Дримору. Потому что алчущий урона почти не наносит. А Дримора хотя бы дамажит. Так, и мне надо прятаться. Какой-то чувак в имперской броне с магами тут тусуется. Какой-то жирный он, смотрите. Неплохо парализуется. Ну и наконец-то мы его ушатали. Ничего-то ценного у него нет. Абсолютно. Что он тут охранял? Возможно, это, кстати, тоже квестовое место. Судя по тому, какой он крутой, такое вполне может быть. Ну и никаких ценностей. Так, ключик. На всякий случай возьмем, мало ли что. Сохранимся. Что тут у них под водой? Ну, кроме рыбы. Походу, ни черта. Поэтому идем дальше. Смело. Так, готовим опять алчущего. Ну и чё вы? Сдавайся. Стоят такие. Есть паралич. И опять, видите, он перегораживает дорогу. Так. И вызываем Дримору. Блин, если только мана была бы. Да что ж такое-то, а? Хроническое невезение. И все. То есть Дримора не успел принять участие. Ладно. Ладно. Теперь как мне пройти туда? Ну тогда начнем лутать отсюда. К какому-то из этих сундуков должен подходить найденный ранее ключ. А не к какому, да? Интересно. Вызов скелета. Ну, возьмем на всякий случай. Так, это подмастерье нам не нужно. Придется вскрывать своими силами эти замки. Книжки эти нам не нужны.
Изменение растет. Так, может, вы меня пропустите? Ну, все это не особо ценный шмот. А вот свитки я возьму не глядя. Так, а вот здесь вот ловушка, поэтому мы применяем телекинез. Я надеюсь, по орку не ударит сейчас. А он вообще пустой. Ну, такая себе пещерка, прямо скажем. Я надеялся, что здесь будет... Ну, когда увидел, что здесь доэдра, надеялся, что здесь будут крутые маги и какой-то ценный шмот. Скорее всего, это пещера квестовая, опять-таки. Поэтому не очень богатая. Квест такой, как бы не то чтобы начального прямо уровня, но не на крутого персонажа, скажем так, рассчитан. Тут единственный сильный боец был, это вот тот вояка в имперской броне. Ну что, на этом, пожалуй, я серию буду заканчивать. Следующее мы, наверное, продолжим выполнять задание Азуры. Отправимся опять в Даганфелл. А на сегодня это все. Спасибо за внимание и до новых встреч.